Не понимаю, почему люди говорят, что это фейл в фотошопе. Обычная фотография, вообще не вижу, где там может быть фотошоп. Всем привет, народ, и сегодня мы посмотрим на лютые фейлы в фотошопе. Ну, к примеру, как вот это вот, посмотрите. Ну, явно фотошоп. Или же, возможно, у человека просто какое-то отклонение, или он болен. Давайте не будем делать поспешные выводы. Или, к примеру, вот человек накачал пресс и решил поделиться этим в интернете. Вот, респект, уважаю людей, которые занимаются спортом. Вот, респект, явно потратил очень много времени, чтобы освоить фотошоп, но немного не дотянул, наверное, пропустил пару уроков фотошопа и не смог поменять оттенки. Или вот еще один человек, явно бодибилдер, вы только посмотрите на его бицуху, она настолько огромная, что просто сдвигает пространство вокруг него. Человек явно потратил очень много времени, чтобы набрать такую массу, но немного перекачал грудь, конечно, вы смотрите, как-то несимметрично, одна больше другой. Думаю, это нужно исправить, все-таки человек старался, но как-то несимметрично выходит, давайте ему поможем. Вот, другое дело. Но это еще цветочки, вы посмотрите на это. Вот это я понимаю размер. Так еще и стройная, настолько стройная, что ее живот аж присасывает к себе столы. Да и не только она, пацан тоже не промах. Смотрите, как он зеркало в себя всасывает. Я думаю, вы не раз слышали про то, что нужно втягивать живот, когда фотографируешься, чтобы выглядеть красиво. Ну так вот, эти люди пошли даже дальше. Они втягивают не только живот, но и предметы, которые вокруг них. Но знаете, чего-то не хватает на этой фотографии. Думаю, нужно это исправить. Вот теперь вот зашибись. Кстати, многие задаются вопросом, куда же подевался Ивангай. Все очень просто. Он пошел в школу учиться. Не верите? Вот фотография. Ученица сфоткалась с Ивангаем, который завязывал шнурки на перемене. Но самое интересное, это то, что я всегда думал, что Ивангай специально пересвечивает свои видосы, чтобы выглядеть ярко и так далее. Но нет, на самом деле Ивангай сам по себе яркий и пересвечивается на любых фотографиях. Но вы сами посмотрите, вся фотография довольно-таки темная, но Ивангай просто яркий, он даже пересвечен. Ладно, давайте не будем мешать Ивангаю учиться и пойдем дальше. Я уверен, что никто из вас никогда не был на деревенских тусовках. Ну так вот, вот так вот они выглядят. Вы только посмотрите, вот это вот, я понимаю, сельская тусовка. Чувак явно с телочками отжигает. Но это еще херня, вы только посмотрите, что происходит у грибников. Oh my. Так, я извиняюсь, что прерываю вас, но многие, кто смотрит мои видосы, не подписаны на мой канал, поэтому подпишитесь, это несложно. Просто нажмите на красную кнопку подписаться и сделайте ее серой. А те, кто уже подписаны, можете нажать на колокольчик и выбрать все. Я думаю, вы не раз встречали людей, которые набивают все татуировки, а потом хвастаются этим в интернете. И человек со следующей фотографией тоже решил поделиться своими татухами в интернете. Вы только посмотрите, как вам? Ну, зацените в комментариях, я уверен, вы 10 из 10 напишите. Ну, вы только посмотрите, дракон, волк, вау, вот это татухи, вот это я понимаю. И это даже не обычные татуировки, это татуировки с элементами 3D. Вы только посмотрите на это, офигеть, я такого еще никогда не видел. У кого-нибудь есть номерок этого тату-мастера? Или кто-нибудь может мне сделать такие же? Что-то тоже захотелось. А вот вам совершенно обычная фотография, которая сделана в 2012 году. Нет ничего необычного, пацан просто сфотографировался со своей девушкой. Ну, ничего необычного. Или, к примеру, вот еще одна похожая фотография. Не понимаю, почему люди говорят, что это фейл в фотошопе. Обычная фотография, вообще не вижу, где там может быть фотошоп. Так, я не понял, это что еще за херня? Я думал, у нас видос называется фейлы в фотошопе, а не фейлы в пейнте. Это что за херня? Ты что, дорисовал руку в пейнте? Серьезно? Ладно, мы уже посмотрели на фотки в деревнях, давайте посмотрим на фотки мажоров с их крутыми тачками. Ну, к примеру, вот. Очередной мажор, который выпендривается своей тачкой и своими кроссами за 200 баксов. Как же задолбали эти мажоры. Но кроссы действительно топ, прям под цвет машины. Мне нравится. Чувство стиля у чувака явно есть. Что не скажешь про этого чувака? Ну, что это такое? Кроссы вообще не подходят под цвет машины. Но и опять же, очередная фотография мажора. Как же задолбали эти мажоры. Они повсюду. Просто каждый третий человек мажор. Как у них это получается, я без понятия. Если кто-то знает, как стать таким же богатым, успешным, как этот чувак, то напишите в комментариях. Мне тоже интересно, я тоже хочу. Но больше всего на этой фотографии мне интересно, это что такое? Это что за буква О и Р выглядывает там, а? Так, а что у нас тут? Ну,
обычная пара решила сфоткаться на дороге возле своей машины. Ну, подумаешь, машина едет. Ну, подумаешь, эта пара не отбрасывает тень. Ну, может, они вампиры. Шо вы сразу фейл в фотошопе, спалились. Все, я устал смотреть на эти мажорские тачки. Давайте лучше посмотрим на людей, которые занимаются спортом. Вот, к примеру, как этот школьник. Вы только посмотрите на него. В свои 10 лет он успел себе такую бицуху нарастить, а? А вы чего добились, а? У вас, я уверен, даже одного кубика нету пресса. Берите пример с этого пацана, начните заниматься, возьмите пару уроков фотошопа, чтобы фотошопить нормально. И у вас будет точно такая же бицуха, возможно, даже лучше. К примеру, как у этого парня. Ну вы посмотрите, прям скала. Стена прям непробиваемая. Ну, а если вы не сильно хотите палиться, то можете сделать примерно вот так, что в принципе сделано более-менее хорошо. Но даже этому мастеру фотошопа далеко до этого школьника. Вы только посмотрите, просто не отличить. Вот вы видите, что это фотошоп? Я нет, это реальная фотография. Знаете, есть такие люди, их называют руферы. Они лазят на всякие здания и так далее. Ну так вот, посмотрите на эту фотографию. В принципе, сходу так и не скажешь, что это фотошоп. Не считая, что здесь watermark, и плюс его перчатка выглядит довольно-таки странно. А так, если поправить косяк с перчаткой и убрать эту watermark снизу, то в принципе это будет реально похоже на реальное фото. Ну, или еще вот это вот. Вот у меня чувство, что человек просто закинул свою фотографию и просто забыл ее дофотошопить. То есть, она, в принципе, стоит здесь неплохо. Ее можно с легкостью дофотошопить. Но, если честно, я даже не представляю, как можно забыть не дофотошопить фотографию и выложить ее в интернет. Хотя, у меня один раз такое было с видосом на втором канале. Да, у меня есть второй канал, там ссылка в описании, у меня там телеграммы есть, группа ВК. Но 40-минутный видос и фотография — это достаточно разные вещи. Ну, или вот фотография, она просто отдыхает на каких-то Карибских островах или еще где-то. Ну, ничего необычного, не считая, что как-то странно выглядят ноги. Но и опять, человек, который раскачал свои мышцы и теперь гнет пространство. Неужели так сложно трансформировать тело в фотошопе на отдельном слое? Это не так уж и сложно. Просто выделяешь себя и копируешь на новый слой, а потом трансформируй сколько хочешь. Ну, это если тебе просто увеличивать надо. Там, если тебе нужно уменьшать формы, то тут немного сложнее будет. А теперь посмотрите на вот эту фотографию. Чувак реально хорош. Вы только посмотрите, кого он на крышу здания привел. Интересно, чем же они там будут заниматься? Конечно же, ничем, потому что это фотошоп. Знаете, одной из самых сложных вещей в фотошопе это правильно вырезать волосы. Это довольно-таки сложно, чтобы вы понимали. Но на этой фотографии, мне кажется, они даже не старались. Камон, это чё такое? Вы серьезно? Ну, вы хотя бы хоть чуть-чуть постарались бы уменьшить зону, которую вы собираетесь вырезать. А это одна из самых популярных фотографий в интернете, где показывается, что чувак забыл прифотошопить тень. Что, кстати говоря, нереально сложно было бы сделать. Хотя в теории это довольно-таки просто, но на практике оказывается все не так просто. Мне кажется, или эту фразу можно применить ко всему. А как насчет кроссов этого чувачка, как вам, зацените? Классные кроссы, да? Я тоже думаю, классные, вообще шикарные. Интересно, где он купил их? Наверное, не нашел в интернете фотографию в формате PNG и пришлось взять JPEG. А вырезать фон он не стал, потому что это, наверное, не царское дело. А это довольно-таки странная фотография. Я реально не понимаю, что слева увеличивали. Она что, себе ноги увеличила? Это же не имеет смысла. Обычно как раз-таки стараются ноги уменьшить, чтобы они казались меньше, тоньше. Но ладно, еще правая половина, это само собой понятно, что она увеличила. Но серьезно? Левая ногу увеличила. Ну, эту фотографию можно даже не комментировать. Тут позавидуют даже руки-базуки. Так, а я не понял. Вот ты, да, ты, который сейчас это смотрит. Ты досмотрел видео аж до этого момента, но еще не поставил лайк? Серьезно? Мне что, учить тебя, как еще и лайки ставить? Ты вроде бы не глупый, сам должен разобраться. Ничего, потом тебе еще учить, как комментарии писать? Не, чувак, давай уже дальше сам. Взрослый человек, а не может поставить лайк? Я вообще в шоке. Ну, я надеюсь, ты поставил лайк, поэтому давай продолжим смотреть. А это реклама то ли дома, то ли еще чего-то, где счастливая пожилая пара радуется покупке своего нового дома. Мне кажется, или это родители PewDiePie, потому что у него тоже нет ног. Ну, по крайней мере, есть такой мем. А вот вам фотография еще одного качка. Что, надоели фотографии качков? Тогда вот, держите фотографию двух качков.
Неожиданно, да? Что ж, ладно, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, это несложно. Ставьте лайки, это еще проще. И нажимайте на колокольчик. Да, это сложно, я понимаю, но вы постарайтесь. Хорошо? Пока.